Всем привет! Сегодня мы будем делать кое-что новое. Добавим кубику скуку. Да, перед этим заметили, да, кое-что? Он не ест вот эти маленькие кубики. Он съел 3 штуки, но не хочет есть остальные. И это повторяется. Я тут потестировал, и на самом деле я уже понял, в чем проблема. Да. Проблема была в этих кубиках, что сверху. Потому что мы вот делали этот blueprint, он блокирует кубики, которые... Короче, у нас вот есть матрица, да, и он перебирает список, идет по порядку. И мы сделали так, что когда кубик доходит до заблокированного кубика, он просто возвращается к игроку. И в итоге, потому что это идет по списку, они не проверяются, как бы сказать. Этот список, он как бы неправильный. Он не идет на самом деле по порядку, как надо. То есть вот мы заспавнили кубики, и вот есть нулевой кубик, он не меняется. В системе это всегда один и тот же кубик. Тот кубик, который я заспавнил первым. То есть и вот эти 3 кубика, я заспавнил их, это первый, второй и третий, да? А дальше пошли вот эти кубики. И на самом деле он даже не доходит до остальных 2 кубиков. Он, вот это есть 4-й кубик. Он его видит в системе и возвращается к игроку постоянно. И на нем все в итоге зацикливается. Как только он съел вот эти 3, он идет к нему и сразу ко мне. Понимает, что до него не может дойти. Этих он даже не трогает. И, соответственно, когда я добавил там, сколько бы я ни добавлял, он не будет видеть остальные, потому что он на вот этом зациклился в итоге. Это вот я с Gemini только что быстренько разобрал очень. Прежде чем начать новую механику, да, надо исправить баг такой. Так что нам надо изменить в блупринте да, надо, чтобы чтобы кубик не просто возвращался к игроку, да, если яблоко заблокировано, а искал следующие яблоки из списка, которые не заблокированы. Так что мы идем GTA Actors of Class. Вот здесь. И бранч проверки здесь. Нужно удалить getCopy 0. Вместо него мы используем for each loop. Да, более продвинутый blueprint получается. Его мы ввели сюда, сюда и сюда. И сюда. Так надо как-нибудь напомнить. Так. Удаляем. For each loop. Вот она. Ну да. Если... Как оно было? Ну, здесь его добавим.
Блок. Эм, В одну белую строку выведи из ветки true, когда яблок больше 0. Здесь вот. Да? Да, до blocked. Да, это до blocked. Но когда яблок больше 0. Сюда мы true. Синий кружок из списка массива get класса воткни во вход array. Сюда. Ноды for each loop. Все на выходе. Из призерного кружка array элемент. Это текущий пример яблока. Вытяни линию, найди get is blocked. И воткни его в твой бранч проверки блокировки. Опа. Все плавненько у нас идеально идет. Ну да, это, наверное, не так сложно. Быстренько сейчас исправим. Да. Все на выходы. For each loop. Из призерного кружка array элемент мы сделали. Сюда. Если true, яблоко заблокировано, никуда не веди стрелку. Оставь этот выход пустым. Ну, тут тогда возникает... подожди. Не туда я вставил его. Он не тут был, а вот тут. Или типа тут. Подожди, а как мы тогда... Ну, допустим. То есть он так хочет сделать... Если true, никуда не видит стрелку, если яблоко заблокировано. Ну да. Просто, да, он просто будет умирать. Он нам не нужен, он сюда идет. Все правильно. Не тут, а тут, да. Вот здесь он должен стоять. Из ханти здесь вообще не нужен. Да. Цикл сам автоматически пересчитнет это яблоко, и мгновенно появится следующее. Если false, то все как надо. Есть...
Ну, там вроде все работает, да. Да, единственное, то есть этой копии здесь вообще не должно быть. Я должен заменить везде, где эта копия. Is valid. Target. Или нет? Вообще-то, возможно, не надо было этого делать. Он берет конкретно это. Ладно, посмотрим. Потому что тут что? Да, он должен разрушить конкретный объект. Все правильно. И это, и это. Get нам больше не нужно. Так, сразу после включения ходьбы к нормальному яблоку вытяни белую линию, завизил брейк, прервать и от него во вход брейк, ноды for initial. Да, вот тут у нас есть проблема, потому что я создал без брейка. Надо заменить его. Ладно, быстренько меняем. Wallet, Blocket. Пока. Вот так вот. Нужно вызвать брейк сразу, как только мы перешли к нормальному яблоку. Вот здесь. Да. Да, чтобы он завершился. А потом он уже сам пойдет. Брейк. Какой конкретно брейк? Только здесь. Я могу воткнуть брейк. Вытяни белую линию, вызови узел брейк. Брейк. For loop with break. Нет. Сразу после включения ходьбы к нормальному яблоку, вытяни белую линию, вызови брейк, от него вход, брейк. Да.
Вот, как? Непонятно, блядь. По такой логике он сожрет все, а потом вообще не появится. Окей, если мы... Блять. Сразу нельзя было сказать. Вот у него комплект это. Да. Он неправильно сформулировал. Цикл полностью закончен, стрелка вылетает оттуда только тогда, когда ковик прикрылся в коробку. Ну, compile, save, смотрим. Надо было убрать несколько ямок. Да. Поразительно, да, все, решено. Вот так вот. Но вот баги надо сразу исправлять, потому что если бы я это задержал, то потом бы еще накопилось несколько багов, я бы вообще не понял, что делать, да, так что надо было сразу это исправить. Ну, если это вообще можно, конечно, назвать багом. Ну, это такой мини-баг, да. Отлично. Отлично. Просто идеально. Делаем вот так. И все. Кем бы они ни были. Все прекрасно. Теперь делаем, наконец-то, да, это, о чем это видео. Теперь уже запись идет, да. Как я могу такое скрыть? Естественно, конечно, мы вместе все решаем. Вот. Создаем шкалу интереса. Собственно, да, это просто такая же вариаблс, как и satiety, как голод, сытость. Curiosity назовем, любопытство. Пусть будет так. Да. Curiosity, и это float. Тут... Да, скомпайлить нужно, и вот здесь напишем 100. Базовое значение, у него 100 будет, 100 интереса. Как только он появляется. Любопытство 100. Вот здесь у нас отнимается уже
Ну, в самом начале, да, отнимается сытость. Сытейте, что у нас же сытость была. Сытейте. Ну, да, сытость ощущения. Вот, и у нас curiosity — это любопытство. Да, set curiosity. Просто его вытягиваем. Set. Вот здесь. Вытяни переменную. Subtract минус. У него свой будет, да. Вообще не уверен, что вот этот нужно тут, но пусть будет. Ну. Вытяни. Да. Subtract. Почти. Вообще-то тогда, да, он тут должен быть. Да, если он типа такой вот. То это такой вот. Можно их вот так разделить. Словно. Опа. Так. С текущего значения. Здесь просто же опять вываливаем. Здесь в него всовывается это значение. Здесь пусть будет, да. Сотка идет. От нее отнимается. Ну, пусть будет 0,5, да, чтобы интерес терялся в 2 раза меньше, чем этот. Главный развилочный бранч вот здесь. Теперь кубик на каждом цикле принятия решений должен сравнивать свое состояние, что сейчас хуже, голод или скука. В самом начале нажмите. Прямо перед входом в свои проверки еды вытяни переменные satiety и curiosity. Сюда их отдельно, наверное, можно. Вот здесь он проверяет condition. Вытянуть, да, просто set get set satiety get curiosity get. Вызови узел сравнения меньше, чем satiety, чем curiosity, буквально, да. Condition. Но тут вопрос, да, на самом деле, то есть не совсем. Это выполнение для пойдет ли он за игроком или пойдет жрать. То есть тут нужен отдельный бранч для того, чтобы разделить их.
Сюда уже. Верхний крестик. Почему верхний крестик должен быть? Ну, на самом деле логично. Мне же он сверху. Если интерес меньше сытости, да. Ставь узел брать, через это там сравнение условия. Ветка false. Сытость меньше, чем интерес. Да, потому что да. Интерес меньше сытость. Ну, то есть скука меньше голода. Да. Ему скучнее, да? Ему скучно. Это отдельно будет. False. Это вот в этот идет. Да. Сюда, получается, идет. А это сюда. Нажать потом. Но тут вопрос. Ну, нет, вопросов нет. Вопросов нет, да? Да. Итак, дальше мы тут мы сравнили. Это если победил желудок, да? Есть захотел. Если интерес меньше, чем сытость. Кубик сытный, ему безумно скучно. Из этой сделки мы начинаем строить его новый личный идеал. Да. Когда кубику скучно, он должен выбрать случайную логику на NavMesh, случайную точку на NavMesh и пойти туда, чтобы развеять тоску. Но чтобы он не выбрал миллион точек в секунду, мы ищем его мозг в переменной с хантинг. Нет. Там другая должна быть. Можно сделать давайте так. Is hunting означать будет по сути своей кубик занят, да, чем-то. Busy. Как там это? Занят. Busy. Он busy. Как бы сказать, недоступен. Он занят. Is busy. Пусть будет так. Это объясняет. Кстати, удобная фигня, то, что ты меняешь, и он переименовывает сразу все. Смотри. Is busy. Везде, где был is hunting, теперь is busy. Это вот очень удобно, то, что у него уникальный индекс, оно там где-то
там как-то в числах это все. Это уникальный номер, скорее всего. Да-да-да. Окей. Вот тогда теперь можно сделать грамматически правильно, просто логически. Значит, здесь ветки true. Проверку. Да. Да. Но тут, как ни посмотри, конечно, возникает вопрос. Ну так хотя бы меньше. Ну да. Но все-таки нет. Лучше так. Чтобы сразу, да? Окей. Из ветки true мы провели линию в бранч проверки с hunting. Окей, то есть это бранч проверяет. Пум. Изначально он выкачан. Если она false, кубик ничего не ставим галочку с этой hunting true, с этой бизи, буси. Блять, бусь будет буси. Бизи. Пум-пум. Вот все. Если на false, да, а true сбрасывается. Так возьмем. Угу. Как и здесь мы делали. Вот здесь. Просто поставили это все. Назовем ноду imo футу. Опа. Наша любимая нода. Лучше сюда, наверное. Конечно, потом этот код надо, когда начнет расширяться, его обязательно надо вывести в отдельные штуки удобные. Но это потом. Так. Включаем случайную точку. Кликни правой кнопкой на графике, найди узел get random. Графики уже был. Вот. Прям таки так, да.
Во вход Origin воткни координаты кубика через узел Get Actor Location. Атрибут сум. Во вход радиус впиши цифру 1500. Это размер зоны прогулки. Ага, это интересно. Выходной бирюзовый кружок. Random location. Воткни во вход. Destination. Бирюзовый, блять. Нет, он это не бирюзовый, а желтый. Здесь. Вход Павн, подключи к самому кубику self. Self. Ну да. Так. Коби должен понять, что он успешно погулял и вернуть интерес к жизни, чтобы снова захотеть вернуться к себе, ко мне. Он сусас, set curiosity. Да, если он успешно погулял. Сотку возвращаем ему. Справедливо. Через узел add плюс делать так, чтобы к текущему значению. Ну, можно и так. Ну, давай, да. Делать так, чтобы к текущему значению curiosity появлялось 40 или 50 единиц. Появлял, он теперь поднялся. Окей. Um, 50. Но, наверное, так. Из текущей плюс 50. Тоже так. Плюс 50. Да. Сразу после этого ставь из буси. Включаем. И надо не забыть нонфейл тоже. А, что сразу? Чем мучился? Anyway. Чтобы не забыть. Да лучше это все дело сюда спустить. Как бы сказать? Стоп. Меняешь. Так. Да. Сняли, все.
На выходе он фейл, если он во время прогулки уперся в стену, или, короче, не удалось ему погулять. Тоже false, да. Ну, давайте посмотрим, что это выйдет. Хотя, кажется, я что-то не донастроил, да? Такой он голод у него и меньше. Да ему пофиг на меня как-то. Тогда, может, сделаем голод 0,25. Но это все не повлияет. Я сейчас надо было сделать что-то. Да, он не скучает. Тут надо... Ну, он пошел к точке. И чё? То, что... Да. Ему скучно, да. Он не занят. Нет, он никогда не занят. Если он тут оказался, он не занят. Ставится, что он занят. И идет в случайную точку. И ходит в радиусе 1500 от нее. Может, не 1500, 200. Или вообще может. Вообще пофиг. Что у нас тут было? Он возвращал к нему. Тут нет возвращения. Но условно... Да, ну что это меняется? Так если оно тут не пополнилось, то что происходит? Понимаешь? Что происходит? Какой он красивый все-таки. Ему вообще пофиг. Ему вообще пофиг. Он как ел и шел за мной, так и делает. Новой механики нету. Эм, эм. Всегда... Ну, возможно.
Он всегда считает, что голод, что интерес, короче, что голода в итоге больше. Полностью идет. Мгм. Нет, они не равные. Ну да, сделаем его давай сразу. Ну-ка. Подожди. Что-то, возможно, есть, но непонятно что. Окей, давай ему вернем 1500. Так, окей. Окей. Это уже жизнь, да. Вы это видите? Ради этого и стоит. Ради этого и стоит все, что я делаю. Делать свою игру. Да. Он работает. И никакого бага нет больше. Конечно, это все надо уменьшить просто, да, но понимаете. Если мы ему вернем 100, ну, кстати, у него стоит 0,25, а этого на 0,5 уменьшается. Ну, а если мы, например, его 0,15 поставим, то ему 0,25. Сначала голод будет, а вот зачем скука будет? Когда будет скука? Подожди, когда он это проверяет? Это сильно меньше я поставил число? Да, возможно, я слишком маленькое поставил. 0,25, а тут 0... Ладно, давай это 0,50, а здесь 0,25. Допустим. Да, даже когда он съел всю еду, он же должен хотеть... ладно. То есть работает, если я искусственно занижаю хотя бы один. Если я дам ему 99. Не вдупляю.
Окей, но это работало. Когда у него было 10, это работало. Да. Как только он выбрал случайную точку, поел. Поест. Выбирает случайную точку. Поест. А дальше еды нету. Она всегда меньше. И равна. Да. Работает, если маленький. Как там он делает? При спавне он убегает. Ой боже, что за лаги? Подожди, ты куда? При спавне он убежал. Вернулся ко мне. Убежал. Вернулся ко мне. Поел. Убежал. Подожди, при первом спавне... Что за даже минус? Да. Идет ко мне, затем к еде, затем возвращается ли он? Да, он идет ко мне, ест, идет ко мне, ест, идет ко мне, ест, идет ко мне. Странно. Идет рандомное место при спавне. Очень странно идет. Только ест. Ну, работает, anyway. Главное, что он ходит за мной в итоге. Ну да. Хаотично, каждый раз по-разному. Ну да.
Интерес меньше сытости. Две шкалы дают одновременно, но меняются они в абсолютно разные моменты геймплея. При спавне сытость 100, а интерес... подожди, да, я же прибавляю 50, а сытость я на максимум поднимаю, вот что проблема. При спавне сытость 100, интерес 10, условия 10 меньше 100, это стопроцентная true. Поэтому он при рождении всегда плевал на тебя, плевал на еду и сразу берет случайную точку. С случайной точки кубик дошел, сработал твой узел, он сусус. Он прибавил ему интерес плюс 40, плюс 50. Тут начинается живая математика. Пока он бежал эти пару секунд до точки, его желудок тоже медленно таял и опустился, например, со 100 до 95, немного больше. Кубик закончил прогулку, сбросил из Hunting Falls, и на следующем кадре его мозг снова сравнивает шкалы. 50 интереса, 95 сытости. Цифры говорят true. Ему все еще скучнее, чем хочется есть. Кубик не возвращается к тебе, выбирает true случайную точку понравится. Когда он бежит к еде, если интерес поднялся до 50, а сытость упала до 30, 30 больше. Я даже 30 не убрал. Между прочим, да. Но главное, я думаю, заключается в том, что для него я прибавляю 50, но здесь-то я поставил 100. Вот в чем суть. Если интерес поднялся до 50 после прогулки, а сытость упала до 30. Если интерес поднялся до 50, сытость упала до 30. Интерес поднялся на 50, сытость упала на 30. Ну да.
Вот это интересно. Да. Цвет жизни уменьшался только тогда, когда кубик тупо стоит на месте или уныло ходит за тобой. Ну и когда он идет за едой. Когда за едой ему не до скуки. Хм. Короче, значит, сейчас мы немного доделаем этот, как эта шкала интереса и голода будет работать вместе. И еще добавим костер, у которого кубики будут собираться при низком интересе. И ночью. И так можно, между прочим. Значит, в первую очередь исправим. А дальше уже, да. Э, Да. Да, интерес не должен падать, когда кубик уже занят делом или бежит к яблоку. Да. Он и так меньше был. Замораживаем скуку во время дел. Сейчас кубику скучно, даже если он целеустремленно бежит через всю карту к яблоку. Да, это глупо. Все должен падать только тогда, когда кубик ничего не делает, стоит на месте. Или уныло тащится за тобой, потому что он есть. Логический таймер. Прямо на таймере, перед тем, как вычесть из скорости единицу, поставь бранч. О. Прямо перед таймером. Здесь, наверное, да. Бранч ставим. Стоп, чё? О, никуда не подключен. Погоди, а он вообще нужен, блядь?
Такое ощущение, что он не нужен вообще. Но он работает. Да. Ему не нужно соединение. Они работают независимо. Сами по себе. Стоп. Или нет? Так вот может, вот в чем дело. Ну, блядь. Тогда да. В смысле нет? То есть он может быть входящим, но не может быть... Подожди. Они, конечно, идут. Не, он без этого должен работать. Они независимы. Но фиг знает. Нет, каким образом они независимы? Нет, они не могут вычитать, не да, они должны быть соединены каким-то образом. Эвентик должен запускать. Ну вот все. Ну. Или можно начинать с него, вставать у него, его усложнил. Я усложнил немного. Не обязательно этого взять. Итак. Картиночка высовывается. Если так мы делаем, то... Он ускакал куда-то, вообще пофиг чуваку. Он сам читерит. Понятно. Ну да. Пипец. Круто живем. Понятно, почему он не работал. Тык. Что-то мы переборщили, блядь. Смотри, у нас что? Я наоборот сделал. Да, должно было быть наоборот. Вот так вот. Ням. Ням. Да. Так, тут надо подумать. Но это работает, anyway.
Прямо перед тем, как вычесть. Прям тут. Так. Ветка true, кубик занят охотой за едой. Никуда не видит прогресс. Он занят. Если кубик бежит за яблоком, таймер скуки просто пропускает этот шаг. Если я не могу сделать сразу 2 мультика. То я не вдупляю. Если вантик всего один. Тогда curiosity должен стать вторым, но даже если я их поменяю местами. Окей, допустим, да, отнимается голод кубика постоянно. А у curiosity вот эта остановочка будет. Но ведь это остановит вообще все. Бро. Ну. Я, во-первых, хочу вот это сделать.
Можно просто копировать, в принципе. От. Тут и будет 50. Допустим. Одно яблоко восстанавливает лишь 50. Ну ладно, да, не 50, но не 100, чтобы. Ну, как подумать, да? Как подумать? Не, ну с чего бы, да? Пусть ест. Да, пусть будет 8. Просто это не совсем точно тогда, да? Здесь 50. Пусть будет 75. Так ровно будет. Одна еда ему прибавляет 75. А это становится лишь 50. Такой вот вид. А вот у костра будет больше, да? Вот что интересно. Это так. Подождите. Не переживай, все вяжуще. Бля. А что случилось? Эвантик. 0,25 отнимаем. Минус 0,5 отнимаем. Сразу идет гулять. Ест. Хотел пойти ко мне, но... Ну, это любопытно уже. Это... Да. Окей. Вместо того, чтобы оборвать белую линию, мы используем гениальный node select, который меняет только цифровое читание, но пропускает весь поток кода. Дальше без остановок. Найди ноду subtract, который вычитает единицу из твоего интереса, отсоедини от ее нижнего входа, куда написано 0,5, записано цифру, кликни по кнопку мыши, установить select. Соответственно, саму ноду select, я левый вход, отнесу свою переменную. Типа условия, да. Ноду select, наверное, изменится и покажет тебе два варианта для цифр.
true 0, пиши сюда 0. Да, если он занят, у него 0 прибавляется. Вычитается 0. Вычитается 0. Если он ничем не занят, то 0,5. Вот это интересно. Да, когда кубик бежит за яблоком, считается 0. То есть сначала считается 0, и шкала застывает на месте. Потому что когда он бежит за едой, очевидно, он не скучает в этот момент. Да. А он голодает, он постоянно. Ну, интересно, кстати, да. Можно добавить эмоцию, чтобы понимать. Мы знаем, что он зеленый, когда рядом с нами, он красный, когда не рядом с нами. Он должен хотеть для нас дойти. Можно сделать отдельные цвета, когда он голодный. Не соль. Синий, пожалуй, да, Боринг. Фиолетовый это яд, скорее. Если кубику скучно, надеюсь, я отобразим это. Когда условия прямо на ветке true, сразу после бранча, но до проверки s-hunting. Да, вот тут ставим, надо изменить это. Set material там был. Ну,
Не знаю. Это так работает? Нет. Потому что у меня этого не... Лучше, наверное, set материал просто. Вот. Просто выберем какой-нибудь блю. Действительно. Грустняшка. Подинамичнее, может, какой-нибудь Arrow. О, нормас. Ну, прикольно. Прям живой. А когда он голодный, давай тоже сделаем другой цвет. Да. Ставим цвет для голода. Когда false. Но подожди. Когда false. Сразу после бранча, но до твоего цикла. False, а потом true должен быть. Ой, ему поставим... Какой цвет должен быть у голодного кубика? Ну, скорее, да, красный такой, но блеклый, может. Какой-то больше злой цвет. Голодный. Какой должен быть голодный цвет? Живой, но голодный. Flame. Можно. Он хочет есть. Какой цвет голода?
Красно-оранжевый, желтый. Оранжевый, может, а? Типа, да, на пороге злости. Можно оранжевый. Или ближе к red. Ну, они типа отличаются, но это незаметно будет. Но я выбираю материал, конечно, лучше цвет именно менять сам. Хм. Ага. Что-то у него голод прям не покосящийся. Что я сам поставил меньше 30, если это может поумерить. Голодный. Хм. Кол. Ну, совсем рандомно определяется, да. Теперь в нем борется сразу несколько желаний. Их можно даже разглядеть. Он рядом со мной. Сейчас он рядом со мной. Но он голодный. А это интересно, на самом деле. Да, но это уже отдельная тема. Хорошо. Мгм. Ну да, кстати, фича реально. Ведь они-то не должны голодать.
А пусть будет, мне нравится. Это уже следующая серия. Наверное, уже все для этого, да. Окей. Так что у нас... Alt-P. Вот и все. Добавили кубику скуку. Теперь он умеет гулять. Рандомное место. Теперь не предсказать, что он на самом деле делает даже. Куда он точно пойдет. И мы видим, как в нем мечется это все. Это классно, это прям круто. Но то, что мы сделаем в следующей серии, это, конечно, еще круче. В следующей серии, я думаю, почти наверняка мы сделаем им взаимодействие нескольких кубиков. Да, наконец-то у него появятся друзья. И главное, что у них будут разные характеры. Примитивные, но разные характеры. И еще добавим им место, где они могут взаимодействовать, типа костер, да. Ну, это будет какой-то просто другой такой кубик-объект. Вот. Ну, а на этом в этой серии все. Всем все.